ты можешь досчитать до миллиарда, но на это уйдет 30 лет. Целая жизнь, чтобы просто проговорить вслух каждую секунду этого числа. А теперь представь, тут на бирже терять миллиард за минуту. Для нас миллион, миллиард, триллион — просто звуки, не имеющие веса. Для мозга все это одинаково туманно, просто много. Вот почему миллионы людей по всему миру совершают одни же и те же ошибки снова и снова. В казино, в крипте, в любых ставках, где на кону деньги и иллюзия власти. За годы работы на бирже я видел не просто проигравших, я видел, как блестящие и умные люди добровольно отключали свой собственный разум. Заглядывал за кулисы этой игры, где цена ошибки огромна. Видел, как знания быстро превращаются в уверенность, а уверенность в катастрофу. Но мозг вовсе не предназначен для мира рациональных чисел. Он эволюционировал, чтобы выживать, а не считать. Мозг мгновенно реагирует на угрозу, а не вычислять вероятность, чтобы искать смысл, а не математическое ожидание. Именно поэтому мы ошибаемся. Все, что кажется нам логичным, оказывается иллюзией, созданной собственным сознанием. Английский физик, математик и астроном сэр Исаак Ньютон сказал: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей». Он произнес эти слова после того, как потерял крупную сумму на крахе компании Южных морей в 1720 году. «Я сам терял, учился, анализировал, делал выводы, и, возможно, именно поэтому мне стало интересно, почему умные образованные люди совершают глупейшие поступки, стоит в игру вступить азарту и деньгам. Почему наш мозг просто не может включить логику, когда на кону прибыль?» А ответ оказался тревожным. Все, что мы называем критическим мышлением, это тончайшая пленка разума, натянутая над океаном древних инстинктов. И когда ставки высоки, эта пленка рвется. Мы возвращаемся к самому древнему себе, к тому, кто когда-то все ставил на удачу, лишь бы выжить. Сегодня я хочу поговорить о том, почему мы существа нелогичные, почему мы играем, проигрываем, верим и надеемся, почему именно сознание — худший советчик, когда на кону прибыль, и почему большинство все равно не зарабатывают, даже когда знают, что нужно делать. Это не видео про игрока, ставочника или спекулянта. Это видео про человека, про мозг, создающий иллюзию контроля, про ошибки восприятия, когнитивные искажения, ловушки мышления, про то, почему каждый из нас не так рационален, как нам кажется. Когда ты подбрасываешь монету 10 раз подряд и видишь 10 орлов, то на 11-й раз наверняка ждешь решку. Это заблуждение. Монете безразлично, у нее нет памяти. Тоже и с рулеточным колесом. Но мозгу хочется верить в другое. Именно это побуждает тебя искать сигнал, даже на криптовалюте. Мозг отчаянно хочет верить, что за хаосом скрыт порядок. Наш мозг — непрерывно ищущая смыслы машина. Он находит закономерности даже там, где ее нет. Мы не выносим случайности, она пугает нас. Поэтому мы выдумываем иллюзии контроля. Стратегии, сигналы, индикаторы, счастливые числа, гороскопы, даже ощущение рынка. Психологи называют это ошибкой игрока. Она заставляет верить, что прошлые случайные события влияют на будущее. Но математика этого не знает. Каждый бросок, каждая сделка, каждая ставка статистически независима. Прошлое не диктует шанса будущего. В этом фундаментальная трагедия нашего сознания. Ему нужны причинно-следственные связи, ведь без них реальность кажется невыносимо хаотичной, а пережить хаос наш разум не в силах. Нобелевский лауреат Дэниэль Канеман в книге «Думай медленно, решай быстро» писал: «Мы склонны переоценивать свои знания, но недооценивать роль случая». Вместе с Амосом Тверски они показали: мир мы видим не таким, какой он есть, а таким, каким нам удобно его воспринимать. Профессор Ричард Талер добавлял: люди рациональны лишь на бумаге. Когда смотришь на рынок, это особенно заметно. Цифры и графики должны давать холодную объективность, но в решающий момент все решается страхом, эйфорией и стадным инстинктом. Мозг оценивает не вероятность, а эмоцию. Он не работает с цифрами, он работает с ощущениями. Когда шанс выиграть 1 к миллиону, а награда колоссальная, мозг не видит дробь, он видит «а вдруг?». Вот почему лотереи остаются популярны. Казино процветают, и одни наказываются, а другие вознаграждаются на рынке. Не за знания, а за дисциплину, за умение устоять перед собой. В одном эксперименте людям предлагали 100 раз подряд угадывать результат броска монеты. Статистика показывает, лучшая стратегия — все время ставить на одну и ту же сторону. Но 95% участников начали чередовать орел-решка. Просто потому, что так кажется честнее. Сознание не выносит слишком длинных серий и ищет баланса даже там, где его нет. Так рождаются стратегии быстрого обогащения.
появляются курсы и тренинги о секретах рынка. Долгосрочная стратегия с положительным математическим ожиданием кажется скучной. Всем нужен здесь и сейчас. И продавцу, и покупателю. Это все та же ошибка игрока, лишь завернутая в формулы, в Excel диаграммы. Мы уже говорили об этом. Все наше поведение — попытка прижать хаос к рукам, поставить его на паузу. Но хаос нельзя уложить или остановить. У него нет кнопки «Стоп». Скажи честно, чувствуешь ли ты то мгновенное возбуждение, когда все идет не по плану, но ты вдруг уверен, сейчас все изменится? Это чувство не просто эмоция, это химия. Каждое рисковое решение, от покупки биткоина до ставки в рулетке, запускает в мозгу дофаминовую петлю ожидания. Не столько сам выигрыш, сколько предвкушение его дает нам прилив удовольствия. Вот так и возникает зависимость. Это не метафора, это можно измерить. Ученые из Кембриджа изучали мозг трейдеров. Когда они входили в сделку, уровень тестостерона и дофамина у них в крови буквально удваивался. Чем выше риск, тем острее химия азарта. Поэтому они продолжали торговать, даже когда все сигналы кричали «приближается катастрофа». В этот момент человек не видит перед собой цифр или графиков. Он чувствует азарт. Мозг одурманен ожиданием награды, а логика отключена. Похожий эксперимент проводили с обезьянами. Им давали кнопку. Иногда она выдает еду, иногда нет. Когда награда становилась непредсказуемой, животные нажимали на кнопку все чаще, чем тогда, когда уверены, что еду получат каждый раз. Обезьяны буквально подсели на вкус случайности. Именно непредсказуемость — яд и двигатель зависимости. Игра, крипта, рынок, соцсети — все построено по одной формуле. Награда может прийти в любой момент, и потому мы поглощены ожиданием. Дофамин не дарит счастье, он лишь обещает счастье. Это вечная химическая жажда, обещание блаженства, которого мы так и не получаем. И вот мы снова кликаем, покупаем, ставим, думая, что управляем ситуацией. На деле же управляемы мы. Профессор нейроэкономики Пол Глимчер писал: «Наш мозг не был создан для биржи. Он эволюционировал, чтобы собирать ягоды и избегать хищников. А теперь эти же механизмы пытаются предсказать S&P 500. И чем больше графиков и новостей мы изучаем, тем сильнее вера в контроль. На деле же мы лишь подкармливаем собственную иллюзию контроля. Психологи называют это иллюзией контроля. Мы переоцениваем влияние своих действий на случайные события. Бросая кости, мы сильнее замахиваемся. Нажимая кнопку, задерживаем дыхание. Мозг уверен, будто это помогает выиграть. Вот почему даже ученые и математики, знающие все формулы, попадают в ту же ловушку. Эта ошибка заложена глубоко в нашей природе. Нам нужно чувствовать свое влияние, иначе жизнь кажется невыносимой. Инвестор может знать все, читать все отчеты, анализировать графики, следить за макроэкономикой, но даже самые блестящие умы вновь и вновь наступают на одни и те же грабли. Причина не в недостатке знаний, а в том, что наш мозг не инструмент познания истины, а инструмент выживания. Ты можешь знать, как устроен рынок, вспомнить все кризисы и понимать, как надо себя вести. Но когда портфель уходит на 40% вниз, нервная система перестает анализировать, она спасается. В этот момент ты уже не инвестор, ты просто человек, который хочет убежать от боли. Эта боль запускает самые древние инстинкты. Мозг теряет понятие времени. Для него есть лишь угроза, требующая немедленного действия. И тут ты либо продаешь все, спеша спастись, либо удваиваешь ставку, чтобы отыграться. Так рождаются самые дорогостоящие ошибки инвесторов. Смотри на статистику. По данным JP Morgan, средний инвестор за последние 20 лет заработал меньше, чем инфляция. Почему? Не потому, что рынок плох, а потому, что человек предсказуемо и рационален. Эффект излишней уверенности, подтверждение смещения, иллюзия контроля. 3 когнитивные ловушки, которые безжалостно рушат даже тех, кто учит других не попадаться. Когда все идет хорошо, веришь, что это твой талант. Когда же все рушится, ищешь виноватых. Чернокнижников из BlackRock, злых гениев, кукловодов. Признать же простую реальность сложнее, чем поверить в заговор. Но так или иначе, это не логика. Это защита эго, перенос ответственности. И парадокс в том, что чем больше у нас данных и информации, тем крепче иллюзия, что мы знаем, почему все происходит. Но знание не помогает, оно лишь рождает уверенность. А уверенность — главный враг выживания. Ты не теряешь деньги при череде неудач или когда рынок падает. Ты теряешь их, когда теряешь самообладание. Мозг вовсе не создан для финансовых игр. Он выживал в лесу, где каждый шорох может быть опасностью. Рынок же — бесконечный хаос шумов. Здесь побеждает не самый умный, а тот, кто выдержит.
Ты смотришь на график и видишь закономерность. Вот здесь дно, вот здесь сигнал, дальше будет рост. Покажи этот же график вверх ногами, и мозг все равно найдет смысл. Он всегда ищет порядок в хаосе. С детства нас учат искать причинно-следственные связи. Но рынок не подчиняется законам морали, справедливости или заслуг. Он подчиняется только вероятности. И тот, кто понимает это, получает главное преимущество. Он перестает бороться с тем, что ему не подвластно. Эффект иллюзии контроля – одна из самых разрушительных ловушек в инвестициях. Она заставляет нас верить, что результат – это следствие наших действий. Хотя на практике в 80% случаев это просто случайность или совпадение. Ты можешь выбрать правильную компанию и сделать идеальный анализ. Но если вдруг начнется война, все твои формулы превратятся в прах. И все равно, через месяц-другой мы начинаем снова видеть закономерности. Мозг будто отказывается принять идеи случайности. У него нет иммунитета к шаблонному мышлению, потому что случайность — это страх, признание того, что ты не управляешь происходящим, а значит уязвимость. Посмотри на трейдеров, которые угадывают рынок несколько раз подряд. Общество видит в них гениев, но статистика говорит иначе. Из 100 тысяч трейдеров лишь один везунчик выстрелит. Так, по случайности. А когда этот звезда все теряет, о нем уже не вспоминают. Победителей видно всегда, проигравших нет. Поэтому нам кажется, будто успех можно повторить по алгоритму. Эта ловушка создает индустрию миражей. Курсы по финансовой свободе, громкие обещания и тысячи советов, которые работают лишь до тех пор, пока не меняется контекст. Рынок не учитель, это отражение. Он показывает тебе не то, что ты знаешь, а то, кем ты являешься. Случайность не враг, она форма истины. Если ты способен ее принять, перестаешь быть жертвой своих иллюзий. И только тогда появляется шанс не просто заработать, а понять, почему большинство этого никогда не сделает. Мозг человека не создан для инвестиций, он создан для выживания. Это две несовместимые системы. Когда ты видишь падающий рынок, мозг не видит цифры, он видит угрозу и включает программу «бей или беги». В этот момент исчезает логика, стратегия и риск-менеджмент. Существует только страх потери. И чем сильнее ты пытаешься сопротивляться этому страху, тем сильнее он становится. Ты можешь быть профессионалом, читать книги и лекции, знать все графики досконально. Но когда видишь, как твои деньги тают на глазах, включается не разум, а память о боли. Нейроэкономисты из Калифорнийского университета показали, когда человек теряет деньги, в ее мозге активируются те же зоны, что и при физической боли. Тело кажется находящимся под угрозой жизни. Вот почему просто нельзя отключить эмоции. Мозг не отличает реальную опасность от финансовой. Для него это одно и то же. Есть и обратная сторона – эйфория прибыли. Когда позиция идет в плюс, в мозге выделяется дофамин, тот же гормон, что вызывает кайф при выигрыше в казино или при влюбленности. Вот почему рынок — это не просто экономика. Это самый дорогой психологический эксперимент в истории человечества. Каждый всплеск прибыли укрепляет в нас иллюзию мастерства. Чем дольше длится удача, тем сильнее закрепляется память об успехе. Мозг помнит удовольствие и стирает боль, пока она снова не напоминает о себе. А ты тоже чувствуешь это? Когда разум говорит «хватит», а ты все равно продолжаешь. Так человек становится пленником собственных воспоминаний. Он больше не торгует с рынком, он торгует с тем, кем он был раньше. И, может быть, именно поэтому лучшие инвесторы мира выглядят хладнокровными, отстраненными, почти безразличными. Они просто перестали эмоционально реагировать. Не потому, что им уже не страшно, а потому, что они приняли. Страх — это часть игры, а боль — сигнал, а не приговор. Выживает не тот, кто умнее, а тот, кто способен смотреть страху в лицо и не превращать его в паническое действие. Потому что на рынке, как и в жизни, иногда самое лучшее решение — ничего не делать. Когда мы говорим «удача», нам кажется, что это нечто внешнее, как дождь или случайное совпадение. Но если копнуть глубже, удача — это вовсе не случайность, она — неравномерность. Где-то падает метеорит, а где-то нет. Где-то человек в 2010-м купил биткоин, а другой прошел мимо, считая это ерундой. Проходит 10 лет, один становится символом эпохи, другой просто комментатором. Удача — особая форма распределения. Дай миллиону людей равные шансы, результаты будут все равно крайне неравномерны. Мозг не понимает экспоненциального роста. Он ждет линейного прогресса, хотя реальность устроена иначе. Я сам видел это на бирже. Десятки людей вокруг были умнее, опытнее, дисциплинированнее. Но рынок вознаградил не их, а тех, кто оказался вовремя в нужном месте.
Тех, кто рискнул однажды и больше не трогал. Случайность сделала героя, а затем уничтожила следующего. Ученый Насим Талеб называет таких людей выжившими случайностями. Мир не награждает лучших, он оставляет тех, кого не уничтожил хаос. Естественный отбор в бизнесе, науке, на бирже — это фильтр случайностей. Все, что выживает, кажется умным, но в момент выбора это зачастую просто удача. Мы видим миллиардеров, как будто они проделали особый путь, но статистика говорит обратное. В 99% случаев их успех — продукт хаоса, а не гениальности. Просто наш мозг не способен принять мысль о том, что мир не подвластен контролю. Мы цепляемся за историю успеха, будто за карты, ведущие к кладу. Но эти карты рисуются уже после того, как клад был найден. Мы видим цепочку событий, но не знаем, сколько людей пали на этом пути. Дэниэль Канеман говорил, люди переоценивают свои способности и недооценивают роль случая. Это не ошибка интеллекта, это защитный механизм психики. Признать власть хаоса значит признать собственную хрупкость. В этом сила критического мышления. Оно не защитит от удачи или невезения, но позволяет понять, где кончается разум и начинается шум. Когда видишь, что кто-то выстрелил на рынке, не спрашивай, что он сделал. Спроси лучше, сколько таких же людей исчезло, повторив его путь. Невидимые трупы удачи лежат у ног каждого героя. История успеха — лишь вершина айсберга выживших. Если ты не видишь, что скрыто под водой, снова попадаешь в ловушку собственного мозга. Почему нам труднее отпустить убыток, чем почувствовать радость от такой же прибыли? Это не наша слабость, это биология. Все решает асимметрия эмоций, заложенная тысячелетиями эволюции. Нейроэкономисты называют это отвращение к потерям. Это тот же механизм, что когда-то спасал наших предков. Лучше бессмысленно убежать от шороха в траве, чем однажды не успеть убежать от настоящего хищника. Представь, ты нашел $100. Радость. Ты потерял $100. Боль. При этом боль от потери вдвое сильнее радости от находки. Нобелевский лауреат Ричард Талер показал, что именно эта склонность искажает большинство финансовых решений. Мы держим убыточные позиции слишком долго и закрываем прибыльные слишком рано. Не по логике, а по химии мозга. В момент потерь активируются зоны мозговой миндалины и поясной коры. Те самые, что отвечают за страх и физическую боль. Радость от выигрыша гаснет почти сразу, а дискомфорт от потери остается надолго. Подобные эффекты замечали у шахматистов и у спортсменов. Гарри Каспаров однажды сказал: «Ошибку я могу простить себе на следующий день, но поражение — никогда». Мозг действительно не видит разницы между проигрышем в игре и угрозой выживания. Отсюда феномен догоняющего поведения. И игрок в казино, трейдер на бирже и геймер — все реагируют одинаково, всеми силами стараются вернуть контроль. И тут парадокс. Тот же инстинкт, который миллионы лет помогал нам выживать, сегодня заставляет нас терять больше. Мы спасаем не столько деньги, сколько иллюзию стабильности, даже если она иллюзорна. Вот почему не стоит считать риск чем-то плохим. Риск — это энергия системы. Вопрос не в том, как его избежать, а в том, как научиться понимать свои реакции на него. Когда ты осознаешь, боль от потери — это встроенный механизм, а не твоя личная неудача, ты перестаешь быть ее пленником. Тогда решения становятся чище, не эмоциональными, а осознанными. И может быть в этом и есть настоящая победа. Мы любим верить, что контролируем ситуацию, что решения наши, а ошибки случайны. Но стоит присмотреться. Даже искусственный интеллект, обученный на триллионах данных, спотыкается на тех же ловушках, что и человек. Нейросети ошибаются, когда встречают то, чего не видели раньше. Они начинают дорисовывать закономерности. Точно так же, как трейдер видит тренд там, где его нет. Как любитель ставок видит по статистике своей команды, сейчас точно выиграют. Как игрок в рулетку видит серии в цветах. Мы делаем ставки, потому что не выносим неопределенности. Поведение машин — это зеркало наших собственных когнитивных искажений. От казино до алгоритмической торговли все построено на одном — вере, что удачу можно систематизировать. Сократ сказал: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Но другие не знают даже этого. Эта уверенность — топливо для индустрий, питающихся нашим желанием предсказать будущее. Брокеры, букмекеры, криптобиржи — они продают не шанс, а ощущение контроля. Удобный интерфейс, скидки на комиссиях, простота в пополнении счета и множество инструментов для участия. Пока ты им веришь, ты уже внутри системы. Теперь эту же игру ведут алгоритмы. Они анализируют миллиарды сделок, но тоже ошибаются, потому что учатся на прошлом, а прошлое не гарантия будущего. Когда рынок рушится, машины начинают продавать одна за другой, подогревая панику.
Цифровая паника еще быстрее, чем паника толпы. И вот вопрос, не отражают ли эти системы нас самих? Может быть, искусственный интеллект — это вовсе не разум, а всего лишь воплощенная в коде человеческая неуверенность? Мы создаем зеркала, которые повторяют наши ошибки, только в большем масштабе. Если раньше мы проигрывали в казино, то теперь мы можем проигрывать в собственной симуляции разума. Ведь даже создавая машины, мы не избавляемся от себя. Мы копируем свои слабости в более совершенную форму. Мир становится умнее, только вопрос, мудрее ли? Мы любим думать, что интеллект — щит от ошибок, что чем выше IQ, тем реже наступаешь на грабли разума. Но если бы это было правдой, самые умные люди были бы самыми богатыми, а самые рациональные — самыми счастливыми. На деле все иначе. Интеллект помогает не избежать ошибок, а придумать им оправдание. Когда ты умен, можешь построить блестящую теорию о том, почему на этот раз все иначе, почему риск оправдан, а ошибка — всего лишь временная просадка. Психологи называют это когнитивным иммунитетом. Чем выше интеллект, тем мощнее механизм самообмана. Я видел людей, которые умели считать лучше других, и все же теряли все на неудачных сделках в бизнесе, потому что не могли или не хотели признать непредсказуемость. Интеллект не защищает от иррациональности, он делает ее изящной. Мы строим идеальные теории, чтобы не видеть хаос, но он все равно смотрит нам в лицо. Каждый рынок, каждая игра, каждая жизнь — это своего рода симуляция вероятностей. Ты можешь быть дисциплинированным, осторожным, опытным, но найдется момент, когда исход окажется не в твоих руках. Мы боимся именно этого, что итог выходит из-под контроля. Но в этом заключена свобода. Пока результат не гарантирован, мы существуем. Признать, что ты не управляешь ситуацией, значит перестать бороться с тем, что тебе не подвластно. Это облегчение. Мудрость — это не знание, это принятие. Каждый раз, когда кажется, что все пошло не так, ты просто столкнулся с законом распределения вероятностей. Мы уже сталкивались с этим раньше. Если перестанешь искать закономерность в хаосе, впервые увидишь реальность. Это не мир тебя обманывает. Это ты сам создаешь иллюзию контроля, чтобы не чувствовать своей хрупкости. Но только хрупкий может быть живым, потому что он чувствует. Мы говорим рынок, но это не место. Это зеркало человеческой психики. Каждая свеча на графике отражает чью-то надежду, страх или ошибку. Каждый взлет цены — коллективная эмоция. Системы могут быть разными, но механика одна. Мозг ищет смысл там, где его нет. И вот парадокс. Чтобы выиграть, нужно перестать играть, перестать доказывать всему миру, что ты умнее, и начать делать что-то большее. И тогда мир перестанет наказывать и начнет отвечать взаимностью. Я не призываю вас уйти с рынка, но прекратить игру с самим собой. Успех не в угадывании. Верный путь, когда ты смотришь на свой портфель во время коррекции и не чувствуешь боли. Выход — это принятие хаоса как одну из основ нашей Вселенной. И настоящая победа не в прибыли, она в том, чтобы не потерять ясность. Ты не сможешь обыграть всех, но можешь научиться не проигрывать себе, отдавая обществу. Все эти игры — рынок, крипта, азарт, даже отношения — это не про внешние ставки. Это наше внутреннее «я». Каждый раз, когда мы рискуем, мы просто проверяем, насколько глубоко мы все еще верим в случай. И, может быть, все это не про богатство, а про ясность, про умение смотреть на беспорядок и не пытаться его приручить. Когда отпускаешь контроль и принимаешь вероятности, начинаешь чувствовать жизнь. Если ты досмотрел до этого момента, значит, ты чувствуешь тоже ту самую тишину, в которой нет победителей и проигравших. Только осознание. И, может быть, кто-то, кому это важно, поймет без лишних слов. Как и в других видео, где мы касались сознания, времени и смерти, все снова сводится к одному — увидеть иллюзию и не быть ею. Мир полон случайностей, но то, что ты досмотрел до конца, вряд ли из них. И если вдруг захочешь, чтобы кто-то рядом тоже увидел это зеркало, просто покажи, без объяснений, он поймет.